Привет всем, кто смотрит! В этом видео рассмотрим еще одну нейросеть, которая позволяет нам бесплатно генерировать картинки. Это сервис от Microsoft, называется Bing Image Creator. Для того, чтобы начать пользоваться, просто заходим на вот такой сайт, ссылочка будет в описании. И здесь необходимо войти под своим аккаунтом Microsoft. Для этого мы нажимаем вот здесь Join и Create, зайти с персональным аккаунтом. Если у вас нет аккаунта Microsoft, его легко создать при помощи e-mail. У меня есть Microsoft аккаунт, поэтому я просто захожу и попадаем на такую страничку. Здесь первым делом мы можем поменять язык интерфейса. Данный сервис поддерживает более 100 языков. Заходим в верхнее правое меню во вкладку Settings, Language. И здесь выбираем язык, который вам больше удобен. Вот, интерфейс переключился. Слева вверху мы видим две вкладки: обзор идей и творения. Обзор идей — это вот непосредственно эта страничка, где мы видим картинки, созданные другими пользователями. Можем зайти, посмотреть, какой был промпт у этой картинки. Можем как-то его переделать, дополнить и сгенерировать на основании него другую картинку. Можем сохранить эту картинку, загрузить к себе на компьютер. Можем сохранить ее к себе в коллекции. Если мы нажмем на коллекции, здесь отдельная вкладка. Здесь картинки, которые я когда-то сохранила. Необходимо помнить, что на данном сервисе картинки хранятся только 90 дней, и старые картинки удаляются. Как видите, они уже недоступны, те, что я раньше сохраняла. Поэтому, если вы сгенерировали какую-нибудь удачную картинку и хотите ее сохранить, то скачивайте ее сразу на компьютер. Во вкладочке творения здесь картинки, которые я генерировала недавно. Вот. Еще в течение дня нам дается определенное количество таких токенов. Они называются бусты или ускорения. При каждой генерации с нас списывается один буст. Благодаря этим бустам картинки генерятся быстрее. Но если они закончатся, ничего страшного, картинки будут все равно генериться, только медленнее. Здесь еще на главной страничке, если мы прокрутим вниз, есть ответы на часто задаваемые вопросы. И здесь есть советы, как создавать промпты, как создавать более точные запросы. Здесь, конечно, инструкция довольно коротенькая, но в общих словах нам нужно описать объект, что именно мы хотим видеть на картинке, добавить прилагательное, описать, какое должно быть изображение, и в конце желательно добавить, в каком стиле это будет. Что касается стилей, то я задала вопрос в чате Microsoft, который называется Copilot и работает на основе чата GPT. Какие стили поддерживает Bing Image Creator? Он мне выдал списочек. Правда, этот список не полный, здесь всего лишь 8 стилей. Это только некоторые из тех, которые он поддерживает. И, конечно же, никто нам не запрещает экспериментировать и добавлять в свой запрос те стили, которые нам известны. Еще одно важное замечание здесь. Данная нейросеть генерирует всегда картинки либо квадратные, либо в соотношении 3 к 4. Как правило, будет 4 картинки в результате генерации, но иногда он выдает и по 3 картинки, и может даже выдать только одну картинку. На этот процесс мы повлиять никак не можем. Поэтому при генерации картинок задавать соотношение сторон не имеет смысла. Он все равно сгенерирует либо квадрат, либо соотношение 3 к 4. И для того, чтобы создать свою картинку, нам нужно сюда написать промпт, либо же нажать на кнопку «Удивите меня». Система сама создаст какой-то промпт. И посмотрим, что здесь нам предлагается. Создать картинку на основании этого промпта. Идет генерация. Вот такая смешная собачка в стиле Digital Art. И давайте я введу какой-нибудь промпт. Я подготовила промпт «Букет ярко-красных роз в вазе. Фотореализм». И попробуем создать. Вот такие довольно симпатичные картинки получаются в увеличенном виде. Очень даже красиво. И я еще парочку слов скажу о промптах. На примере этих промптов, которые я уже создавала. Вот был у меня такой короткий запрос: уход за руками и ногтями. Как видите, по смыслу он понял, но некрасивые картинки получились. Слишком много тут всего. Если присматриваться к деталям, то там вообще ерунда какая-то получилась. Потом я уточнила этот промпт, написала уход за руками и ногтями.
только две руки и фотореализм. Он мне создал 3 такие картиночки. 2 из них, конечно, не годятся, если посмотреть повнимательнее. Вот здесь какие-то проблемы с пальцами. Здесь вообще жутковато смотрится. Вроде бы как руки в перчатках, но обратите внимание, здесь непонятно, где кончается кожа и начинаются перчатки. Просто вообще жуть. Так что не все так идеально здесь с этим созданием картинок. Но вот одна картинка получилась очень даже приличная. Хотя если придираться, то вот тоже непонятно, что это за инструмент. Ну да уже бог с ним. Еще один пример сказочный такой. Вот, например, здесь «Алиса в стране чудес». Такие картинки с большим количеством деталей и, честно говоря, такие тоже страшноватые. Потом я уже уточнила, «Алиса в стране чудес» увидела чеширского кота, который сидит на дереве. И здесь тоже некоторые картинки получились хорошо. Вот здесь, например, смотрите, Алиса с хвостом. Здесь какая-то жуть тоже вылезла. Там еще что-то, какой-то котик выглядывает. Здесь более-менее нормально, но вот что-то с рукой у нее. Здесь более-менее, но сама картинка не очень хорошего качества. Вот это тоже картинка более нормальная. Но тоже, если присмотреться, там сколько много маленьких котов прячется в кустах. Дальше я этот промпт изменила, добавила «Алиса в стране чудес», увидела улыбающегося чеширского кота, сидящего на дереве. И здесь уже поинтереснее получилось. Тут тоже, если придираться, там какой-то летящий объект непонятный. На всякий случай он сделал Алису тоже улыбающейся. Вот эта картинка мне больше всего понравилась. Здесь меньше всего всяких артефактов. Здесь вроде кот неплохой получился, но посмотрите, что здесь вокруг творится. Сколько много маленьких котов на ветках. И здесь еще 2 Алисы пляшут. И здесь тоже вроде бы все неплохо. Какие-то детали из этой сказки. Ну, вот там какой-то чудик тоже такой, похожий на Алису, в шляпе, похожий на гриб с ушами. То есть это я говорю к тому, что будьте готовы, что далеко не все картинки получаются хорошими. И нужно экспериментировать как раз с промптами. Менять слова, подставлять дополнительные слова, менять слова местами. В общем, экспериментировать с промптами, чтобы добиться хорошего результата. Еще данная нейросеть умеет писать текст на картинках. Вот я делала такой запрос. Баночка с кремом на столе. На баночке текст «Нежный уход за кожей рук». Он создал 4 картинки, 2 из них с текстом, 2 без текста. Давайте посмотрим повнимательнее. Текст он пишет только на английском языке. Первая фраза «все нормально», нежный уход, а дальше очень неразборчиво и, по-моему, там какая-то ерунда написана. Вторая картиночка. Здесь все разборчиво, но с ошибками. Ну, наверное, нужно набраться терпения, более точно сформулировать запрос, и тогда он напишет нормально. И 2 другие картинки получились без текста, но довольно в хорошем качестве. Вот эта картиночка особенно мне понравилась. И давайте еще скажем про плюсы и минусы данной нейросети. К минусам я бы отнесла недостаточную фотореалистичность. Вот посмотрите, такая картинка, портрет девушки. Честно говоря, вот даже по сравнению с Леонардо, здесь фотореалистичность недостаточная, по-моему. Все равно видно, что эта картинка нарисованная. Еще из недостатков существенных можно отметить, что этот сервис не разрешает коммерческое использование картинок. Ну, для тех, для кого это важно. Например, есть такие виды заработка, как продажа картинок на стоках, либо печать на футболках. В данном случае этот сервис не подойдет. Еще один недостаток, возможно, не такой существенный, это то, что генерируется либо квадратная картинка, либо соотношение сторон 3:4. И также сервис нам сгенерирует от 1 до 4 картинок. Мы не можем повлиять ни на количество, ни на соотношение сторон. И еще один недостаток, что данный сервис не генерит картинки со знаменитостями. Давайте проверим. Я введу запрос Анджелина Джоли. Вот видите, он предупреждает, что со знаменитостями генерировать нельзя. А если мы возьмем не имя и фамилию, а роль, которую она сыграла в кино, и попробуем создать. Ну вот, видите, уже не сама актриса, а ее роль. Можно сказать, отдаленно похожа на нее. Что касается преимуществ, это, конечно же, бесплатность данного сервиса. Фактически мы можем генерировать картинки неограниченно, даже когда у нас закончатся эти бусты, все равно будет генерировать картинки, просто более медленно. И все-таки получается при достаточном старании
получаются довольно неплохие результаты. Также сервис понимает более 100 языков. Также я хочу отметить, что довольно понятливый он относительно запросов. Вот я генерировала картинки про серого волка и красную шапочку. Запрос он понимает хорошо. Картинки вполне адекватные. Если вы смотрели мое предыдущее видео, в сервисе Leonardo я пыталась создать тоже сюжет с красной шапочкой, там получались у меня довольно странные картинки. Ну и также сервис очень прост в использовании, без всяких заморочек. Пожалуй, это все, что я хотела сказать в данном видео. Если было полезно, ставьте лайки, пишите комментарии и до новых встреч!